Все сегодня было как обычно. Как обычно, Тамара Михайловна возилась с внучкой и ворчала. «Эх, безотцовщина! Руки-то помыла, прежде чем за стол сесть?» Строго спросила маленькую Алису ее бабушка. Алиса послушно кивнула и показала бабушке чистые ручки. «Бабушка, а почему ты меня все время безотцовщиной называешь? Это что-то плохое, да?» Спросила вдруг девочка, болтая под столом ногами и присматриваясь, с какой бы стороны лучше откусить пирожок. Тамара Михайловна от неожиданности поперхнулась чаем. Пока она думала, что ответить внучке, девочка, все так же болтая ногами, уже откусила пирожок, запила чаем, хорошенько прожевала, как ее учили, и продолжила. «Я слышала, как ты говорила Ефимовне, что мама меня в подоле принесла, а ты теперь мучаешься. Бабушка, а что такое в подоле?» Она и не заметила, как внучка подросла, а теперь задает вопросы, и притом очень неудобные для бабушки. Тамара Михайловна, не придумав, что ответить внучке, засуетилась, заторопилась. «Все, давай, ягоза, собирайся, гулять пойдем». Внимание внучки быстро переключилось. «Ура!» Радостно запрыгала она по квартире. Гулять Алиса очень любила. Они ходили с бабушкой в парк, где вместе кормили уточек, а потом бабушка садилась на скамейку читать газету или книгу, а Алиса возила куклу в коляске. Ее тощие косички смешно топорщились под тяжестью бантов, а лицо было по-взрослому серьезным и сосредоточенным. Она то и дело останавливала коляску, что-то поправляла кукле, то шарфик, то соску. И в этот момент она до смешного была похожа на Тамару Михайловну в уменьшенном варианте. «Эх, горе ты мое! Родилась на мою голову!» Разносилась на весь парк хорошо заученная речь. Тамара Михайловна вжала голову в плечи и осмотрелась вокруг. «Алиса, ты что там за глупости болтаешь? А ну иди сюда!» С раздражением прикрикнула она на внучку. Девочка тяжело, как старушка, вздохнула и, толкая коляску к скамейке, где сидела бабушка, продолжила отчитывать куклу. «Вот, кабы ты была умной, то не принесла бы в подоле, а вышла бы замуж и жила бы сейчас припеваючи. Эх, дура ты, Верка, дура и есть!» Тамара Михайловна, сообразив, что так через куклу девочка всему свету выскажет все семейные тайны, решила свернуть прогулку и вернуться поскорее домой. Она буквально силой тащила упирающуюся малышку. Дома она с раздражением помогла девочке переодеться, а потом строго сказала: «Алиса, послушай, никому и никогда не рассказывай то, что творится у нас дома. Поняла?» Девочка удивленно посмотрела на бабушку. «А я никому и не говорила. Кукла Вера у нас живет». Бабушка только огорченно махнула рукой. Хотела сказать что-то из своего обычного репертуара, безотцовщина, такая же дура, как и мать, но сдержалась. Переодевшаяся уже в домашнюю одежду и не забыв нацепить мамины туфли на каблуках, малышка возила по квартире куклу и что-то ей выговаривала из бабушкиного репертуара. Тамара Михайловна мирно сидела в кресле, распуская старый свитер и сматывая нити в клубок. Она старалась сделать вид, что ничего не слышит. А девочка подошла к ней, заглянула в глаза и вдруг спросила: «Бабушка, а почему ты нас с мамой не любишь?» «Господи, Алиса, да что это у тебя за вопросы сегодня такие? Но с чего ты взяла, что я вас не люблю?» «Ну, потому что ты нас с мамой всегда ругаешь и называешь дурочками». Тамара Михайловна заплакала, обняла внучку. «Ну что ты, я люблю и тебя, и маму. Просто у меня иногда бывает плохое настроение, вот я и злюсь». «Ты правда-правда нас любишь?» «Правда-правда», — улыбнулась Тамара Михайловна. «Иди, играй». Женщина тайком вытирала слезы. Конечно, иногда она бывала несносной, и сегодня в парке, наблюдая, как маленькая внучка воспитывает куклу, она посмотрела на себя со стороны, и ей стало стыдно. Она, конечно же, любила и дочь, и внучку, только вот душа за них болела, поэтому так и выражалась. Глупо, но не со зла.
Вера, дочь Тамары Михайловны, еще на последнем курсе университета стала встречаться с каким-то прохвостом. Тамара его видела всего один раз и сразу составила мнение, что тот молодой человек был самым настоящим прохвостом. Вот так дочке и сказала. Но дочь тогда в ее слова не поверила, а материнское сердце чуяло. А когда прохвост бросил Верку, узнав о том, что она ждет от него ребенка, Тамара Михайловна уверилась в этом абсолютно и бесповоротно. «Верка, не тяни, делай аборт, пока не поздно. Не потянуть нам сейчас ребенка. Тебе работать надо, мужа хорошего искать. Куда ты с детем?» День и ночь пилила она дочь. «Мам, да как я пойду собственного малыша убивать? Я справлюсь», — упрямо твердила Вера. И ведь справилась. Нашла себе какую-то работу в интернете. Правда, не сразу получалось. То тут обманут, то там. Но, наконец, устроилась удаленным оператором техподдержки в одну компанию. Неплохо зарабатывала. Потом, когда малышка немного подросла и достигла детсадовского возраста, Вера перешла работать в офис. Но все равно, разве такой жизни Тамара Михайловна хотела для своей дочери? Кому она теперь нужна будет вот с этим довеском? Так и будет теперь прозябать в нищете, да в одиночестве. А куда деваться? Размышления Тамары Михайловны прервал звонок в дверь. «Мама, мама пришла!» В припрыжку помчалась к двери малышка. На пороге показалась мама с каким-то дядей. Дядя тут же присел перед Алисой на корточки. «Привет, меня зовут дядя Андрей. А тебя как?» Девочка ужасно застеснялась и почти шепотом ответила. «Алиса». «А смотри, что я тебе принес». Дядя Андрей достал из яркого пакета огромную в рост Алисы куклу с круглыми синими глазами в принцесском розовом платье. Точно такую же они видели с мамой в магазине игрушек. Мама тогда не смогла ее купить. «Извини, дочка, сейчас нет денег», — сказала она тогда. А теперь дядя Андрей исполнил ее мечту. Девочка улыбнулась, крепко обняла куклу. «Спасибо». Вера, улыбаясь, повернулась к матери, которая стояла в ожидании, сложив руки на груди. «Вот, мама, знакомься, это Андрей. Мы с ним решили пожениться». «Ого, молодцы, хорошо придумали. Они сейчас поженятся, детей нарожают, а Алиску, как ненужный балласт, на мои плечи скинут. Не выйдет!» — закричала Тамара Михайловна, размахивая указательным пальцем. «Мам, ты чего несешь? Откуда ты это взяла?» — возмутилась Вера. Алисе очень не хотелось слушать, как ссорятся взрослые, и она, обняв новую куклу, отправилась в свою комнату. «Вот, Верка, знакомься, это твоя новая подружка, Марина», — сообщила она старой кукле. Взрослые, похоже, больше не ссорились, потому что с кухни доносился звон посуды и вкусные запахи. Девочка осторожно приоткрыла дверь и заглянула вовнутрь. Дядя Андрей, заметив девочку, улыбнулся и призывно помахал ей рукой. Через секунду она уже сидела на руках у этого большого сильного дяденьки, который о чем-то расспрашивал ее, улыбался и шутил. Потом Алиса потянула его в свою комнату, показывала свои игрушки и рисунки. Он живо всем интересовался, восхищался творениями девочки. И очень скоро Андрей ей больше не казался каким-то чужим дядькой. Он был свой. Девочка так и заснула у него на руках. И когда Тамара Михайловна кинулась к внучке, чтобы уложить ее спать, он знаком успокоил бабушку и на руках отнес девочку в детскую. Алиса обняла его на прощание за шею и прошептала: «А ты к нам еще придешь? Ты только обязательно приходи, ладно?» «Обязательно. Спокойной ночи, малышка». Вскоре Вера и Андрей поженились. Алиса была рада, что теперь у нее такая же семья, как у всех детей. Бабушка особой радости не высказывала, но молчала. Только теперь Алиса узнала от бабушки новое для себя слово – «отчим». В доме воцарился относительный покой. Бабушка больше не называла Алису безотцовщиной. То есть один раз у нее проскользнуло это дурацкое слово, но Андрей услышал
и так на нее посмотрел. Только и сказал, уже обращаясь к Алисе: «Иди ко мне, доченька, я тебе бантик поправлю». Тамара Михайловна была женщиной умной, намек сразу поняла и молчала. До определенного момента молчала, когда радостные Вера и Андрей вернулись из женской консультации и радостно сообщили, что у Алисы скоро будет братик или сестричка. Ой, как обрадовалась девочка! А я сестричке кукол своих поиграть дам и коляску. А если будет братик, я не знаю, что ему дать. А братик будет тебя защищать, улыбнулся Андрей. Только Тамара Михайловна почему-то от этой новости не обрадовалась. Ну вот, сейчас девчонку забросите ради маленького. Он же не отец, он отчим. Ему чужие дети не нужны. Будет Алиска сидеть, слезы лить, не своя же. Андрей разозлился. Тамара Михайловна, ну хватит уже, ну живем же счастливо. И Алису я люблю, и Верочку. Что вы во всем хорошем плохое ищете? Вас, может, обидел кто-нибудь? Тогда Тамара Михайловна при Андрее ничего не говорила, молчала. Но стоило Вере одной без него остаться, так тут же начинала донимать дочь. Ты, Верка, как была дурой, так дурой и осталась. Ты подумай только, а вдруг, как бросит он тебя с 2 детьми, что делать тогда будешь? Ой, мама, да что же это такое? Что же от жизни вечно плохого только ждать? Почему Андрей вдруг должен меня бросить? Прошу тебя, не нагнетай обстановку. Но вопреки всем тещиным прогнозам, Андрей был внимателен со всем женским населением квартиры, включая тещу. Даже после рождения маленького Сереженьки как-то незаметно было, чтобы он делал какую-то разницу между детьми. Язык не поворачивался назвать его отчим. Положа руку на сердце, Тамара Михайловна даже по-хорошему дочери завидовать начала. И постепенно свыклась с мыслью, что Андрей, похоже, с ними навсегда. Вот зря я его ругала, каюсь, делилась она своими мыслями с подругой, Ефимовной. Ну дай-то Бог, а то дура, в подоле принесла, безотцовщину наплодила. Сколько Верка бедная от твоего языка натерпелась. Вспоминала ей ее слова давняя подруга. И все было у них хорошо. Подрастал Сереженька, Алиса уже в 1 класс пошла, Вера вышла на работу. Но однажды женщина ушла на работу, а домой не вернулась. Лишь к утру обеспокоенным ее пропажей родственникам позвонили из полиции и сообщили, что Вера попала в ДТП и сейчас находится в больнице. Она долго лежала в реанимации, находясь между жизнью и смертью. Ее шансы 50/50. Вам остается только молиться, сказал им врач, упорно избегая встречаться с ними взглядом. Они и молились. Каждый день ходили в церковь всей семьей и просили у Бога не забирать дочь, жену, мать. Однажды после такого похода, когда они вернулись домой, Тамара Михайловна расплакалась и заявила Андрею: «Ты, Андрюша, только не отдавай Лисочку в детский дом». Андрей только головой помотал. «Рано вы, мама, дочь свою хороните. Вот увидите, Верочка поправится. И запомните ради всего святого, Алиса моя дочь». Не успел он это договорить, как в дверь позвонили. На пороге стоял молодой, слегка подвыпивший мужчина. На вопросительный взгляд Андрея он сказал: «Я слышал, Вера в аварию попала. Я за дочерью». Андрей разозлился. «Убирайся вон! Здесь нет твоей дочери. Здесь есть только моя дочь!» — кричал он. «И никогда сюда больше не приходи!» Андрей громко захлопнул дверь. «Пап, кто это был?» В прихожей стояла Алиса и смотрела на Андрея перепуганными глазенками. «Это так, доченька. Просто дядя заблудился немного. Так бывает иногда. Иди, ложись спать». Андрей зашел на кухню и устало опустился на стул. Ему хотелось выйти от безысходности и тоски, но нельзя, ведь он мужчина, и у него дети, его дети. В углу взахлеб зарыдала Тамара Михайловна. «Прости, сынок, меня дуру старую. Это я отца Алисы вызвала, чтобы она в детдом не попала».
Эх, мама, мама, покачал головой Андрей. У него просто не было сил говорить еще что-то. Он никак не мог понять, почему она всегда думает о плохом и его воспринимает как плохого. Я больше так не буду, сынок. Утром их ждала хорошая весть. Вера очнулась, а значит, все будет хорошо. А потом они всей семьей нарядные отправились к ней в больницу. Были и слезы радости, и крепкие объятия с поцелуями. Но предстояло еще долгое лечение. На плечи Андрея легло много забот о детях, о Вере. Но они вдвоем с Тамарой Михайловной справились. Теперь она точно поняла, что Андрей не враг, а наоборот. И только вместе они совсем справятся. Вера поправлялась медленно, потом долго восстанавливалась. И всегда с ней был рядом ее любимый муж, ее семья. Да, слово «отчим» в их семье больше не звучит, только добрые слова. Да и Тамара Михайловна Андрея называет теперь «сынок». Он улыбается, слыша это. А больше всего этому рада Вера и Алиса. Сережка ведь еще ничего не понимает. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.